Всем добрый день! И сегодня я хочу осветить вопросы, связанные с такой неврологической особенностью, как дислексия. Дислексия считается пожизненной особенностью, влияющей на функционирование мозга. Устройство такого мозга специфическое и проявляется оно в течение жизни человека вне зависимости от возраста. Сразу следует обратить внимание на уникальность данных людей. Они очень творческие, креативные, с огромным потенциалом. Возможности такого типа человека очень индивидуальны. Стоит обратить внимание на эти индивидуальные особенности и подобрать грамотного педагога, который знаком с особенностями таких детей и умеет выстраивать работу мозга оптимальным путем для каждого конкретного ребенка в отдельности. Заметить данные особенности в раннем детстве достаточно сложно, если в вашей семье ранее с подобными ситуациями не сталкивались. Как правило, первые заметные проявления наблюдаются у детей, которые пошли в школу. Им появляются первые требования, появляется новый ритм жизни, подача информации в ускоренном ритме без учета особенностей восприятия каждого отдельного ребенка. Давайте рассмотрим некоторые предпосылки и маркеры, указывающие на специфичность, которые можно заметить еще в дошкольном возрасте у детей. Задержка в развитии систем координации, рука-глаз, рот-ладони, развлечение правой и левой части, глаза и язык. Как правило, такие детки пропускают этап ползания. У нас есть ползание по-пластунски и на четвереньках. Отсроченное формирование речи. Функции захвата кисти не сформированы. То есть ребенок плохо держит столовый прибор, либо отказывается есть самостоятельно, потому что им действительно сложно удерживать предмет в руке. Если все или некоторые из вышеперечисленных специфичностей были проявлены, то в дошкольном возрасте мы наблюдаем следующие признаки. Буквы, цифры, символы иногда можно увидеть в перевернутом виде. То есть здесь мы наблюдаем нарушение пространственного восприятия. Также мы можем наблюдать, что ребенку сложно читать, то есть замедленное чтение, трудности с правописанием. С чем связаны данные проявления? Не сформировано зрительное поле у ребенка, то есть ограничен зрительный охват страницы, тетради, книги или игрового пространства. Что это означает? Ребенок видит весь лист, но отслеживать и концентрироваться ему сложно из-за несформированной координации глаз. Два глаза в содружестве выполняют одни и те же функции – декодирования и слежения. При рассогласованности трудно удерживать зрительный контроль на одной и той же строке. И, конечно, в это же время ребенку нужно удерживать внимание и связывать слуховые сигналы от учителя или воспитателя, визуальные данные, картинки в книге, допустим. Вследствие возникают сложности обработки информации, усвоения и понимания материала в целом. Возникает потребность в перечитывании слов снова и снова. Затрачивается дополнительная энергия и страдает анализ, сравнение и абстрактное осмысление. Если мы говорим о дошкольных учреждениях и начальных классах, то мы понимаем, что подача материала происходит в одном и том же ритме и с одинаковой скоростью для всех детей. Детям с особенностями функционирования мозга становится сложнее, чем при индивидуальных занятиях, и поэтому им необходима эмоциональная поддержка родителей дома и, возможно, необходим тьютор для разъяснения информации с подбором нужного ритма и способа подачи материала. Абстрактное мышление и понимание скрытых смыслов особенно важно тренировать уже с самого раннего возраста. Это помогает избежать застревания на буквальном значении слов и понять их различные, неявные для ребенка смыслы. Вы можете играть с детьми в игры для развития понимания скрытых смыслов слов. Сейчас немного расскажу об играх. Значит, много значений. Взрослый называет слово, такое как ключ или корень. Ребенок придумывает как можно больше разных значений. Естественно, мы сначала даем образец, помогаем ребенку и потом играем дальше. Обсуждаем, как одно слово может означать разные вещи. Используйте наглядный материал, картинки и рисуйте вместе сами. Можно играть «Что хотел сказать». Взрослый говорит фразу с подтекстом «У тебя здесь слишком тихо», и ребенок пробует догадаться, это комплимент или намек, или критика.
Посвятите ребенка в различные интонационные окрашивания речи. Можно играть в сказки наоборот. Например, ребенок придумывает сказку, где обычное слово, такое как солнце или вода, получает необычный смысл. Солнце – это будильник, который будет утром, вода – это зеркало и так далее. Абстрактные смыслы и их варианты. То есть мы рассматриваем здесь абстрактные смыслы и их вариативность. Следующая игра – это ассоциативный круг. Все по очереди могут сказать ассоциацию к слову. Потом ищут, какая из ассоциаций неожиданная, но имеет такой же привычный смысл. Можно шутить. Взрослый читает поговорку или пословицу, или каламбур, а ребенок объясняет, на каком двойном значении построена эта шутка. При чтении сказок просите ребенка пересказывать смысл каждой отдельной части и учите его связывать эти части между собой. Допустим, как называется сказка, кто главные герои, с чего началось действие, какое действие последовало вслед за предыдущим и так далее. Уделите внимание всем деталям, сколько действующих лиц, где они находятся, время и место, чем каждый герой отличается друг от друга. Очень часто дети и взрослые в том числе не могут сразу озвучить произношение незнакомого слова. Насытьте это слово смыслами и помогите ребенку увидеть его значение с разных сторон. Если ребенку трудно читать длинные предложения, делите их на части и добавляйте понемногу новые слова. Для лучшего произношения и артикуляции играйте с детьми в чтение скороговорок. Так вы сможете сформировать как звукопроизношение, так и наладить работу ритма, укрепить краткосрочную память, которая постепенно перейдет в долгосрочную. Если вы видите, что ваш ребенок переворачивает буквы вверх ногами или пишет их в другом направлении, не спешите критиковать и ругать. Скажите, как интересно ты умеешь, а как еще ты можешь расположить эту букву на листе? Давай придумаем все возможные варианты. И возьмите лист бумаги и прорисуйте буквы во всех направлениях, которые только сможете придумать. Поиграйте в игру, которая позволит познакомиться с вашим ребенком и его творческими способностями поближе. Найдите вместе различия с другой похожей буквой и как они обе прописываются в разных вариантах. И тогда попросите показать, какой из вариантов верный. Также вы можете позволить прописывать или прорисовывать буквы или символы в положении сидя за столом, лежа на животе и с упором на локти, лежа на спине и держать тетрадь перед собой. Для этого лучше использовать доску «Пиши-стирай», на которой пишут специальным фломастером, чтобы легко стирать потом, и она более твердая, на ней удобнее играть. Позвольте написать ребенку цифру пальцем при помощи специальных красок для рук. Напишите ногой воображаемый символ на полу, напишите правой ногой или левой. Вы можете купить ребенку емкость, заполненную песком, и он будет рисовать на песке. Он там может прописывать и буквы, и символы, и рисунки. Также вы можете играть и на пляже, находясь на отдыхе с ребенком. Учите вашего ребенка воспринимать и обрабатывать информацию различными способами. Творите пластичность мозга ежедневно. Обращайтесь за помощью к специалистам. Мы с радостью поможем сформировать все необходимые навыки для ваших детей. Расскажем об особенностях восприятия, и вы с легкостью сможете справиться с любыми вопросами. Обращайтесь, будьте все здоровы, всем добра и гармонии!